Здравствуйте! Сегодня хочу с вами поделиться соображениями по поводу следующей ситуации. Замечали ли вы, что чем больше мужчина вкладывается в отношения, в семью, тем менее ценит его жена? При этом никакой благодарности и быть не может. Более того, она даже его наказывает, ограничивая, скажем так, не просто доступ к телу, но и лишая элементарного человеческого общения. Казалось бы, это та самая женщина, которая клялась в вечной любви. Когда выходила замуж, говорила: я хочу, чтобы у нас было 2 детей, дом, машина. И вот, пожалуйста, все есть, всего достигли, живи и радуйся. Но почему-то она этого не ценит. Знаете, ко мне очень часто приходят люди, обращаются на консультацию, когда они преодолели самые сложные времена. Маленькие дети, денег мало, покупали все по акции, строили дом, погашали ипотеку. И очень часто, вот когда наступил момент переезда вот в тот дом или в большую квартиру, она почему-то говорит: нет, я хочу развестись. Почему? Почему все, что она хотела, вот мы достигли, и это вдруг одномоментно, внезапно стало неценным? Она говорит: мне это больше не нужно. И так происходит, к сожалению, не только, скажем так, с материальными ценностями, когда дом построили, да, вот чего-то мы достигли, машину купили, но и, скажем так, с нематериальным чем-то, например, с заботой. Простой пример. Когда вы познакомились, то любые проявления внимания, звонили, спрашивали, когда ехали, как дела там, несколько раз на день созванивались. Это была забота. Но сейчас почему-то это контроль, и даже не побоюсь этого слова, абьюз. Странно, не правда ли? Так вот, оказывается, что когда наши отношения развиваются, то у нас появляются новые ценности. И не всегда это связано с какими-то хотелками в материальном плане. Очень часто мужчины на консультациях у меня спрашивают: вот что подарить, что сделать. В семейной психологии в отношениях это не работает. Если бы вы могли решить свою проблему, свою задачу с помощью денег, подарков, цветов, то, я думаю, наверняка бы решили. Но эта проблема не решается. Дело в том, что чем больше мы вместе по времени, большее количество лет, тем на второй план выходят материальные ценности – дом, машина. Более важны нематериальные вещи – забота, доверие. Возможность, кстати, очень важно, возможность самой сделать ошибку, вот куда-то вляпаться, на какие-то грабли наступить. А заботливые мужья, которые любят слишком сильно, они как действуют? На опережение. Они говорят: ты что? Ты же там деньги потеряешь, тебя же там могут обмануть. Или у тебя будут проблемы, давай я вот помогу, я же знаю, как нужно сделать. Или какую-то там лазейку подсказывает. Он лишает ее возможности получить определенный жизненный опыт. И мужчины, многим кажется, что вот это ценность. Нет. Для женщин, как вспомните фильм «Матрица», там архитектор говорил, что многие не приняли счастливый финал, да, беззаботную жизнь. Так и многие женщины, они хотят сделать какие-то свои ошибки, но нужны они им. Поэтому в отношениях очень важно понимать и знать, что нужно на каждом этапе. Сегодня давайте порассуждаем на эту тему. Я хочу затронуть маленький аспект взаимоотношений на примере истории о Пете и Кате. Итак, начнем с самого начала. Познакомились Петя и Катя. Прекрасная пара. Друг другу подходят. И они все время вместе. Им вместе хорошо. Им никто больше не надо. Они как-то и друзей подзабыли. Ну, зачем? Им вдвоем хорошо, и слава Богу. Но спустя какое-то время Катя стала отдаляться. В спортзал записалась. У нее там какие-то новые друзья появились. А Петя за это время, он как-то и старых растерял. То есть у Кати и старые плюс новые, а у Пети вообще никого. Потому что для Пети самое главное – это отношения. Чтобы с Катей все было хорошо. Ему больше никто не нужен. А Катя стала меняться, она какая-то другая стала. И Петя, вот он теряется в догадках, что происходит.
может, она его разлюбила, но придраться не к чему. А Катя тем временем приходит домой и оп, в телефон. Говорит, я устала. Сегодня тяжелый день был. Сложные клиенты, магнитные бури, голова, ПМС, какие-то вот причины называет. Придраться не к чему, но Петя чувствует холод. Итак, первый этап. Петя видит, что что-то не то, но придраться не к чему. Он молчит, терпит. Первый этап. Мужчина молчит и терпит. В надежде, что Катя заметит, что вот Пете плохо. А Катя? Ну что Катя? Угадайте с первого раза. Она в упор не хочет видеть. Петя как бы уже говорит, Кать, смотри, вот здесь. Катя говорит, где? Он говорит, ну вот здесь. Она говорит, не вижу. То есть Катя это игнорирует, она как бы этого не замечает. Петя терпит, молчит. И у меня на консультации очень часто приходят мужчины и говорят, вы знаете, Светлана, я человек, который умеет гасить конфликты, сдерживается. Я согласна. На 101%, что есть ситуации, когда действительно нужно уметь гасить конфликты. Не надо лезть на рожон. Но вот эта ситуация не про это. И если бы на данном этапе Петя смог сказать, что его что-то не устраивает, то проблема бы решилась. Но Петя молчит и терпит, в надежде, что у Кати проснется совесть. Но, увы, как вы понимаете, совесть не проснулась. И тогда наступает второй этап. Петя начинает бороться за любовь. Он делает все то, что Катя ценила. Он ей звонит, он спрашивает, как дела, удобно, вкусно, может, еще хочешь. Пытается предугадать, что бы ей понравилось. А Катя почему-то злится. Злится на цветы, на романтику, на все, что делает Петя. И Петя не понимает, что случилось, ведь ей же нравилось. Так вот, оказывается, что все, что делает Петя, оно направлено на сближение. В отношениях наступил этап, который называется деление. В этой ситуации часто возникает справедливый вопрос. Зачем тогда отношения, если каждый живет сам по себе? Так вот, оказывается, что каждый сам по себе и здоровые отношения – это абсолютно разные вещи. Здоровые отношения, которые про любовь, а не про токсику, это о том, что каждый проживает свою собственную жизнь, а не нашу. То есть муж Петя проживает свою жизнь, но с женой Катей. А Катя проживает Катину жизнь, но с мужем Петей. При этом у них есть часть общей судьбы, семейная жизнь, где есть общие дети, совместно нажитое имущество, приятные воспоминания, фотографии, поездки, друзья общие. То есть у каждого своя жизнь, но в этой своей жизни есть то, что вот их объединяет. И тогда все хорошо. Токсичные отношения – это когда мы пытаемся прожить нашу жизнь. В итоге у Пети нет ни своей жизни никакой, он постоянно что-то делает для Кати, пытается угодить, жертвит, она его не ценит. И Катя ничего не может сделать, у нее тоже все не так идет, как надо, она злится, обесценивает. И вместе плохо, и по отдельности. Поэтому в этой ситуации очень важно видеть эти механизмы, почему так происходит. Но Петя и Катя, они молодые, у них еще нет жизненного опыта. Катя не знает, как реагировать, она боится обидеть Петю, она говорит, знаешь, Петя, мне ничего не надо, спасибо, у меня все есть. А Петя думает, нет, как это так? Если я ничего не буду делать, она подумает, что я ей не нужен, зачем ей тогда? Надо заботиться. И он начинает, скажем так, добивать добротой. И Катя начинает в этой ситуации, чем больше Петя старается, тем больше она злится и отдаляется. Она говорит, уже с раздражением говорит, знаешь, Петя, ты давишь на меня, ты меня душишь, отстань, не надо обо мне заботиться. Петя обижается. На консультациях, когда я рассказываю подробно, всегда уже под человека ситуацию делаю, он говорит, знаете, Светлана, я даже не предполагал, что это так важно. Она об этом в открытую не говорила. Я понимаю, почему в открытую она не говорила. Потому что если вы вот еще вот на этом этапе
важны своей женщине, она боится вас обидеть. Поэтому не говорит. Когда нам на консультации удается разделить эти вещи, а это возможно пока на втором этапе отношений, проблема, да, что человек еще ценен, но не ценно то, что он дает. Вот это забота с элементами жертвы. Пример. Недавно был на консультации человек, говорит, знаете, вот у меня нет даже необходимого комплекта одежды, а у нее 12 платьев, половина из которых еще с этикеткой висит. То есть это он слишком вкладывается. Это не надо так делать. И если вот удается разграничить эти явления, не ценен человек или не ценно то, что он делается, то проблема решается. И решается даже, знаете, не на следующий день, а очень часто во время консультации, когда женщина или девушка, которая еще утром не нужны были отношения, которая говорила: «Хочу расстаться, тебя слишком много, ты меня душишь», вдруг пишет, вот что-то у нее там щелкнуло. Как говорят физики, все связано со всем, особенно женщина. Женщины очень чувствуют. Но, к сожалению, очень редко приходят на втором этапе, это скорее исключение. Отношения усугубляются и переходят на третий этап, когда Петя, скажем так, залазит в неприкосновенный запас эмоциональной безопасности. Это что такое, как вы думаете? Это есть финансовая подушка безопасности, которую мы обычно создаем, когда у нас хорошие времена, на всякий пожарный, скажем так. А есть эмоциональная подушка безопасности. То есть это то, что с нами случилось, когда мы были влюблены друг в друга. Это приятные воспоминания, то, что нас держит. Туда залазить нельзя. Но, к сожалению, Петя этого не знал. И он начинает что делать? Обвиняет, давит на жалость, выдалбливает любовь. Он говорит: «Катя, почему за отношения борюсь только я? Я все делаю, ты неблагодарная, ты не ценишь. В конце концов, ты не можешь со мной поступить, потому что я тебя очень сильно люблю». А Катя? Как вы думаете, как Катя отвечает? Она говорит: «Петя, я не твоя вещь. Хватит меня ревновать к работе, телефону, каждому столбу. Ты даже к мужику не ревнуешь. Ты вообще меня ревнуешь просто когда я в трамвае еду. Хватит ныть. Ты постоянно что-то хочешь и всегда чем-то недоволен. В конце концов, Петя, почему ты не можешь быть более, ну и дальше по ситуации, самостоятельным, независимым, более веселым, таким, как раньше?» Пете очень обидно. И он делает, я называю это контрольной в голову, то, что нельзя делать. Он говорит: «Ты меня любишь?» А в ответ тишина. И это в лучшем случае. И это первое время. Причем «ты меня любишь» спрашивает только Петя у Кати. Если дальше он будет спрашивать, то дальше будет еще хуже. Она скажет: «А ты как думаешь?» Или: «Ну да, конечно, да, люблю. Угу. 3 раза люблю». Или, ладно, не будем о плохом. Сюда, кстати, относится еще вот «я тебя люблю». Дело в том, что если мы говорим это просто так, от всего сердца «я тебя люблю», то мы не ждем ответа. Но вот в ситуации Кати и Пети вопрос «я тебя люблю», он всегда предполагает ответную реакцию. И здесь мы подошли к очень важному вопросу. Как вы думаете, почему Катя, как многие считают, разлюбила, охладела, но в то же время не уходит? Давайте немножко, скажем так, залезем в голову к женщине и посмотрим, что там происходит. Во-первых, Катя прекрасно понимает, что она вряд ли найдет такого же мужчину, который будет так сильно ее любить и заботиться. Но в то же время его любви как бы слишком много. Вот много. И если дать нам чего-то много, то это становится токсичным. Нам не надо столько много. И очень часто, заметьте, если мужчины слишком много, а потом он обиделся и по-настоящему обиделся, как бы отдалился, у Кати, у любой женщины повышается тревога. Она не понимает, почему его было слишком много, а тут не стало совсем. Тогда она начинает как бы сама
приближаться. А Петя на радостях ее схватил и держит. И она опять отскочила. Здесь очень важно уметь выдерживать этот баланс близости и дистанции. В пикапе называется «ближе-дальше». Но это манипулятивная техника, это не совсем про баланс ближе-дальше. Еще раз повторюсь, почти в каждом ролике рекомендую книгу «Парадокс страсти». Там есть гениальная фраза. Мне ее, кстати, один клиент подсказал, я ее не заметила. Она так написана между строк, там, как не основная идея, что развитие отношений заключается в том, фраза была «независимость, уравновешенная близостью». А многие ошибочно полагают, что развитие отношений – это близость, уравновешенная независимостью. Оказывается, наоборот. И об этом говорят не только психологи, так заложено самой жизнью. Нам нужно прожить каждому свою жизнь. В этой ситуации что нужно сделать? Мои хорошие, пожалуйста, будьте мудрее. Поймите, что если ваша женщина еще с вами, значит, она вас ценит. Но она не ценит то, что вы делаете. И нужно это изменить. И понять, что многим кажется, что вот если я ей буду не нужен, она меня бросит. Нет, я вам говорю как женщина, как психолог, как мать, как жена, что женщины ценят мужчин не только за заботу, но и за какие-то другие вещи. За возможность сделать свои собственные ошибки. Это тоже является ценным. Для многих, возможно, это какое-то открытие, но тем не менее, правда жизни такова. Если хотите более детально разобраться в своей ситуации, вы можете прийти на онлайн-консультацию с видео, и мы с вами все как следует разберем.